тут смотрю, уже елки у нас по городу начали выставлять на продажу. Особенно классные те, что якобы из Дании. Очень симпатичные. Я вам их покажу. Никак не могу понять, ровно снимает, неровно снимает моя камера. Вечно с ней. Пропустим пешеходов. Вроде как ровно. Наш водитель поехал. Так, вот. Основное сегодняшнее такое, что расскажу, это о чем же думает водитель автобуса, когда он работает. А думаю я ровно о том же, ребята, о чем и вы размышляете, когда идете, например, куда-нибудь. Вот. Вы идете и размышляете, а я еду. И тоже иногда о чем-то думаю. Ну, не постоянно, потому что основные мысли у нас о работе, ситуации на дороге. Надо следить за всем, и за пассажирами, и за ситуацией, и поэтому особо в принципе-то размышлять. Вот сейчас я думаю, что мне открыть. Открываю средние двери. Сзади никто не хочет выходить, спереди никого нет. Все вышли. Вот закрываю. Левый поворотник уступаем. Мы успеваем, в принципе, ускориться аккуратно. И едем дальше по маршруту. А размышляю так, о том, о сём, о разном. Например, вот сейчас я размышляю, почему вот он не видит, что сзади еще есть автобус, и можно бы подвинуться в свою левую полосу. Так, сейчас я камеру, может, чуть-чуть наклонить еще надо или нет? Да, наверное, нет. Или чуть-чуть откручу ее и наклоню. Интересно, как оно видно-то? Не слишком ли низко? Не знаю. Так, а вот еще что вспомнил, что хотел ответить. Виктор Пайда спрашивал, кто лучший водитель в нашем УМТ 2020. А лучший водитель, он школьнички к нам сейчас будет идти. А лучший водитель у нас Андрей Заяц. Я, если найду официальные фотки с вручения, возьмите 10 гривен железных, так 20, я и не понял, что это было. За 3, что ли? Все, двери закрываю. Вот, если смогу, то найду официальные фотографии там, где мэр вручает ему грамоту, и попробую вставить, если найду эти фотки.
семерка тут встала ни туда, ни сюда. Так, открываю все двери, хотя выходят средние только. 2 гривны пенсионные. Ну, тут 7. Потом сложу. Все, двери закрываю. 100 гривен. 103. Со 193 сдачи. Возьмите. Так, все. Вон уже парень несет елку. Ну, вроде бы она искусственная у него. Уже и у нас, наверное, скоро будет елка дома. Надо бы купить и поставить. Ну еще раз, как не слишком или низко снимает. Вот всегда у меня это проблема с настройкой ее. Немножко потерпите пищащий поворот. Ладно, сейчас я выключу его. Пищит. Так, этот наукар на почте так медленно тянется. Так, тут мы вынуждены остановиться. Все, пропустили мы всех, едем. Так что вот, размышляю. Сейчас еще вот я размышляю, что бы вам бы рассказать. Что я читал. Много разных интересных новостей. Основное это по автобусам. Я и фотки, и ссылки на статьи оставлю в описании. Можете тоже почитать. Интересно. Интересный, если вот я не ошибаюсь, я, по-моему, не вставлял. Единственный Икарус двухэтажный, который был изготовлен в единственном экземпляре. Его сейчас в Венгрии будут восстанавливать. Он был сделан из 2 Икарусов. Такое интересное читал. Дедушку пропускаем спокойно, пускай спокойно идет. Анатолий. Время 14:29. Я сейчас еду в конечную, и там у меня начинается как бы обед. Но я буду... На сам обед у меня в автопарке. Обед в автопарке. И вы со мной проедете с конечной в автопарк. То есть, с коляской тут. Надо было встать немножко поближе. Все, никто к нам не зашел, только повыходили люди. Все, выезжаем. Тут мы успеваем проскочить, пока пешеходы еще думают. На зеленый мигающий мы тоже успеваем. А сейчас там включится
у пешеходов. И тут мы успеваем проскочить. А десятка вон она там ждет меня на вокзале. Вот это называется тянуть. Тянуть сзади идущего. Или конкурента. Так, перестраиваемся, потому что правый ряд занят. Все неправильно встают. Вот так вот. Встают под углом. А надо вставать вот как слева, ровно. И тогда бы я бы спокойно по себе пошел бы справа. Никого бы тут не ждал бы эту пробку. Из-за этого... Ну, конечно же, желательно, чтобы тут имелась разметка. Как вставать, потому что нашим надо все показывать. Как, куда и что. Сами люди не догадаются. Так, паркуемся, ребята, здесь. За пешеходным. Ученический билет. Добре. Спасибо. У нас всем школьникам Ужгорода сделан бесплатный проезд при условии предъявления школьного билета. Ну или ученического. У нас он называется шкельный. Все, никого больше нету, никто там не идет к нам, не бежит, не спешит. Отъезжаем с чистой совестью, со спокойной душой и с 2-минутным опозданием. Но это, опять же, не проблема. Так что прокатимся по объездной. Так, там Audi медленно движется, боится, чтобы его никто, видать, тут не чует. А, он в смартфоне играется и едет. Вот так, ребята. Вот, кстати, у нас очень много кто из водителей, ну, из легковушек и вообще всех, очень много кто едет и разговаривает по телефону или что-то там ищет, и он отвлекается и не может соображать, и вот они часто спят в кавычках, а это очень опасно. Аккуратно здесь мы повернули, поздоровались с коллегой с 9-го маршрута. Так, там у нас кто-то на остановке есть. Вот, а сейчас я думаю, как бы мне вкусно пообедать. Я вот уже, в принципе, перекусывал. Утром я себе сделал бутербродики, хлеб с маслом, сыром и с сальтисон. Я это очень обожаю, эту штуку. Ел бы ее ежедневно. И на завтрак, и на обед, и на ужин. Вообще, я очень люблю вкусно покушать. И могу кушать, сколько мне влезет.
ночью, днем, утром, хоть когда я не поправляюсь. Ну, чуть-чуть только. Разве что вот. У меня один вес, и он уже много лет уже, да. Ну, много лет он стабильно стоит. Мой вес 67-75. Вот так. Так, девчонки к нам бегут. Опасно так, конечно, бегать. Так, открываем средние и передние двери. Так, 21. 175 и где мои гривны мелочь, и 4, 160, 175, 179. Возьмите. За троих у нас по 7 гривен, 21 гривна, с 200 сдача. 200 сдача 179. Так, а елки, вот эти издания, я вам покажу. Так, 158 маршрут. Сместимся чуть вправо, потому что там ямы, чтобы ему было удобнее ехать. Здесь вот, кстати, всегда смотрю, какой тут стоит разбитый Citroën или Fiat внутри там во дворе. Школьники, когда хотели взмахнуть, может и нет. Так, у нас похолодало, ориентировочно плюс 4, а ночью был сегодня где-то 0 градусов. И очень-очень сыро. Сырость на улице капитальная. Здесь ямка снова у нас образовалась. Я уже сказал логисту, ее в скором времени заделаю, чтобы не разбивать наши автобусики. Так, тут аккуратно заходим, чтобы вот этого не чухнуть, и этого, чтобы никого не чухнуть. Здесь такая узенькая вот улочка, очень узковато. Но в принципе мы тут всегда помещаемся. Так, с левым поворотником уступаем. Уступаем всем. Нам мотылек, спасибо. Сейчас мы ему еще аварийку включим. Поблагодарим его. Так, тут пока не едем, чтобы пешеходный был свободный. Вот сейчас там уже освободилось, и мы можем спокойно ехать. Здесь мы тоже уступаем согласно знаку. Может, нас и пропустят. Да, пропускают тоже. Обычно автобусу люди уступают. Тоже поблагодарим. Здесь вот часто, кстати, прямо на пешеходном остановлены автомобили. Но сейчас уже нет, сейчас они уже уехали. И полиция упорно их вот не замечает. Вот это такое имеется. Хотя тут рядом управление. Хорошо. Возьмите.
шестерки сюда сложим. Возьми. Давай. Копейки, гривны я использую на сдачу. Так, с левым поворотником все, уходим, нам уступают. Кто-то рукой взмахнул, кто это был, я не знаю. Дети шли на пешеходный, я уже проехал. Ошибки бывают у меня, не успел сообразить. Здесь мы движемся не быстро, медленно желательно, потому что из-за автомобилей может кто угодно выскочить. Так. Это у нас улица, кстати, Гагарина. Ее еще до сих пор не переименовали. Может быть, и не переименуют. У нас-то уже так, если взять, много улиц изменило название свое. Да и правильно, если честно. К чему нам улица Карла Маркса, например? Ни к чему. Так, а вот с полицией не уступает, видите? В кепке, кстати. А шофер в кепке, остерегайтесь тех, кто ездит в шапках и в кепках. Это правило мне еще мой отец рассказывал. Шофер в шапці або в кепці. Это опасность. Ну, не все, естественно, часть только, но огромная часть из них. Так, там что-то полиция с мигалками стоит. Кого-то остановили. Так, этот дядя, это мастер отсюда. Переходите. Что делается? Люди у нас абсолютно ездят как попало. Те даже не попропускали, хотя я встал прямо у пешеходного. За такое надо права отбирать на месте, без разбора даже ситуации. Потому что вот так вот обычно и сносят насмерть. Так, Жигуль тут встал как раз на выезде. Засранцы, нет, взять, проехать 10 метров дальше. Или вон там есть целая свободная, огромнейшая парковка. Пожалуйста, вставай, никто тебе ничего не скажет. Вон здесь. Вот это вот, честно говоря, раздражает. А полиция у нас, ну, как, честно говоря, не отрабатывает свое. Что есть, то в принципе есть. Не успевают они так, а тут что-то целый караван. Видать, кто-то кого-то чухнул и разбираются. Так, уступаем пешеходам. Мужик пошел наискосяк почему-то. У нас такое вот, честно говоря, хаотическое движение. Я бы даже сказал, броуновское движение.
Возьмите. Так, двери закрываем. Пожалуйста. Потом денежки сложу. Так, все. Никто к нам не идет. Объедем эти ямы. Немножко пооблизываемся на мототехнику здесь справа. На кроссовые мотоциклы и на квадроциклы. Так, мы идем на зеленую стрелку, уступаем всем, и пешеходам, и автомобилям. Здесь мы перестраиваемся в левый ряд, потому что вон там знак справа, то что левый ряд движется прямо, а правый уходит направо. И поэтому я заранее, ребята, перестроился. Разогнался. Сейчас будет бить. Останавливаться резко, бить тормозам. Как ездят? Ездят разгон, стоп, разгон, стоп. Так, здесь у нас мужчина, по всей видимости, хочет выйти. Здравствуйте, да. Нет, не хочет выйти. Так, левый поворотник. Сзади он раритетный автомобиль. Этот раритет. Обойдет нас, то вы его увидите. Здесь мы останавливаемся. Ресторан Деца внутрь. Вот. Так, открыл я средние двери. Мужчина вышел, все закрываем. А что это за машина, честно говоря, я даже и не знаю. Но ясно одно, что это раритет. И такую уже редко где вживую вот так увидишь. Так, здесь мы можем разогнаться до разрешенных километров. Так, а тут полиция кого-то остановила. Работает, видите? А я говорил. Так что не все так плохо. Но тут вот надо ловить всех на скорость. Тут все идут и 70, и 80, и 100. Тут вот надо ставить камеры и рассылать всем людям письма счастья. Штрафы, то есть. Так, останавливаемся на остановке Дравцы центр. Проезжаем в самый конец. Чем поближе, вот так. Открываю все двери. Хотя сзади не выходят. Я думал, что выходят. Так, и парень идет к нам вроде. Добрый. Это школьник. Движемся к нашей конечной остановке.
остановочке. Я не снимал сначала с БАМа, чтобы не растягивать это все дело, а начал снимать вот только с нового района. Ну и чтобы не растягивать, и чтобы хватило мне зарядки в камере, потому что не всегда хватает, если снимаешь длительно. Здесь мы уступаем. Так, успеваем мы проехать. Включаю в маршрутном компьютере в депо. Открываю все двери. Спасибо. Пожалуйста. Закрываю все двери. Так. Иду гляну, что у нас там, как у нас там. Свет уже можно будет сейчас выключить. Так, все вроде целое. Камера смотрит не слишком вниз, интересно. Все целое, целое, целое. Так. Уже мне можно снять маску, закрыть, чтобы не сквозило чуть это. Снимаем маску. Так, вроде... Ага, камера вот перекошена, видите? Вечно так это сложно. Сложный для меня момент. Ну, блин, ладно. Не могу вот никак себя почувствовать. То ли ровно, то ли неровно. То ли это автобус стоит с наклоном. Вот, елки из Дании. 1,5 метра 800 гривен. С 1,5 метра до 2 1200 гривен. Из 2 метров до 2,5 1500 гривен. Чтобы высчитать в долларах, разделите эту сумму на 28. Так, у меня обед. Сейчас я тут вклинюсь в этот поток. Поток очень плотный. Вот учебный рядом едет. Мы рядом с ним. Вот такие там елочки. Очень симпатичные. Все. Уступаем тем, кто на кольце. Но там никого нету. И поехали. Ребята по объездной. Прямо в автопарк. Свет в салоне выключаем. Скорость здесь мы тоже не превышаем. Едем аккуратно, спокойно. Так. Вот сейчас вроде ровно. Автобус Ёлки, не могу сказать. Отрегулировался. Это новый вот асфальт с разметкой такой жесткой, с хорошей. В общем, тут шикарно. Поставили вчера здесь, смонтировали светофоры. Да, вчера, по-моему. Они тут что-то устанавливали вот их. И скоро, наверное, будут их подключать. А светофор здесь нужен, потому что здесь часто сбивают пешеходов. Тут все идут со скоростью, хотя есть и знаки. Ну все, скорость можно прибавить. 60, ребята, вот я вам озвучу. 70, 75. Включим на всякий случай фары, хоть у нас и работает дневной свет, но лучше включить фары еще. 70 знак, поэтому сбавляем. Еще один автобусик. Автобусман. Автомойка. Самообслуживание. Так.
BMW, уступаем BMW, газку. И успеваем с правым поворотником уже здесь, идем, съезжаем на второй съезд. Ну, тут разгоняемся, перестраиваемся левее. Здесь, кстати, справа строят огромный почтовый такой будет центр. Если не ошибаюсь, то строит его компания «Новая почта». Здесь, кстати, вчера спиливали, вот, чистят обочину, расчищают все, спиливают, измельчают, работают ребята. Все здесь меняется на глазах. Вон уже этажи уже тянут. Очень шустро и быстро здесь работает. Это мы сейчас на мосту, влево на ЧОП, а направо в Ужгород. Если ехать на ЖД. Если ехать на поезде. На ЖДшке. Так. Все равно у меня такое ощущение, что снимает как-то с наклоном. Криво, да и все тут. Так, правый поворотник. А здесь вот влево на ЧОП для автомобилей. Дорога. Елки, опять же. Уже елок много. Выставлено на продажу. Тут, кстати, справа строят тоже. Склады там будут. Так, что тут гремит-то? Гремит у нас перегородочка. Ну и вот так вот мы едем по объездной в город, чтобы не стоять у нас в городе по пробкам. Здесь это будет намного быстрее, ребят. Так, уступаем маршрутке номер 12. Маршрутка номер 12, она едет из Розовки в Ужгород на Петефи. И тут елки уже есть тоже. Включу пока что отопление, потому что что-то я замерз чуть-чуть. Все-таки
На улице зима, скоро уже. Скоро Новый год, ребята. Осталось до Нового года 14 дней. Да? Да. Вернее, 15. Так. Шкоде мы поморгаем, чтобы все это разгрузить сюда, которые едут. Учитесь, ребята, культуре и иногда и уступать, и пропускать. Так, здесь обходим автомобили. Вот мы уже на улице Минайской в Ужгороде. Слева, кстати, у нас кинокомплекс Домион, а за ним РДК, районный дом культуры. Я там ходил, он там сзади, на секцию каратэ-до. Где-то 2 года или сколько, а потом забросил. И очень об этом жалею. Там у нас очень было классно и очень атмосферно было. Шикарно было. И наставник такой у нас был, самый лучший спорт наставник в моей жизни. Самый умный такой. Хороший человек. Вот мы уже в районе Пьяного базара. Он справа там у нас. А мы едем налево в автопарк. Фары, кстати, да, уже можно выключить. Андрей, вот, кстати, поехал наш лучший водитель 2020 года. Так, здесь он уходит направо, а мы уходим налево. Стою в левый ряд сразу же, чтобы ехать прямо и не вклиниваться с правого ряда. Светофор что-то заел, видать, чуть-чуть, но уже включился. Зелененький. Так, тут аккуратно смотрим, потому что вот как так можно встать? Безалаберно. Хоть как. Взял, встал. Нет водительской культуры, ребята. Ее очень-очень мало. И в автошколах инструктора не учат абсолютно. Вот я смотрю, едет учебный с инструктором, с учеником, и он глохнет. И это долго, пока он заведется, и он снова глохнет. Ребята, да вы сначала в автошколе на уроках по вождению вы должны 1000 раз стартануть, чтобы ученик не глох, чтобы чтобы это было до автоматизма, чтобы он уже был как робот, старт-стоп, старт-стоп. А наши инструктора слабоватые. Честно говоря, это так и есть.
учат. Я бы сказал, вообще не учат в автошколах. Ну там что-то, быть может, и научат, скажут, но в целом ездить и думать, и видеть ситуацию очень мало кто умеет. Вот, без поворотников взял себе и выехал. А если бы я ехал бы на грузовике, груженном и со скоростью, я бы его бы уже ударил. Вот так, ребята. Вот такой у нас уровень, и это очень печально. И это дело надо в корне менять, делать переэкзаменовку, чтобы люди ездили лишь только те, кто знает правила. Кто не знает или же их не выполняет, тот ездить не должен. Он убийца. Убийца имеется в виду потенциальный. Так, с правым поворотником. Поворачиваем. Ага, тут надо немножко нам выскочить, потому что здесь вон, видите, какая там ситуация, там разрыли. И чтобы мы не упали в эту яму, нам надо выскочить немножко левее. И здесь тоже все, оп, никак не заделают нам. Так, давайте заедем на яму в автопарке. Вчера здесь был, кстати, джип припаркован вот так вот, прямо на въезде. Это было что-то с чем-то. Аккуратно, вот медленно, не спеша, смотря по зеркалам, вот себе смотрите вот так. И все, влево, вправо, влево, вправо. Зеркала здесь информативные. И ты видишь, что у тебя снизу делается. Так, здесь, к сожалению, нет места, где встать. Придется нам лезть в грязь, потому что там сзади немножко есть грязь и болото. Не хочется ехать на целину, ну что делать, едем. Надо еще, быть может, отблюшку мне долить. У меня 58%. Сейчас я гляну, где Иванович. Иванович здесь. Ребята наши. Так, иду я, наверное, все-таки к Ивановичу. Долью. Аккуратно здесь, потому что не очень-то тут хорошо. Иванович, я думаю, у себя там. Так, спустим. И нейтралка, задний ход. Тут смотрим в камеру. Достаточно информативно она. И, естественно, по зеркалам это основное. Потому что камера у вас -то может отказать. А зеркалом вряд ли откажет. Безотказная, как пулемет Калашникова, то есть автомат. Так, кто-то звонит мне. Сейчас посмотрим, только сдадим немножко назад. Ваня. Алло, Ваня, да? Здорово. Да, я сегодня работаю. В 2:51 я вже от зараз в АТП і да. Чекай, які саме? Дві штучки саме. Ну.
Угу. Ага, я понял. Добре, добре, хорошо, Вань. Сейчас. Давай. Так, вот тут такое у нас вылезло. Надо сфоткать. Не знаю, как там видно. Не видно. Немножко вот так как сдулось это линолеум этот. Так, как это сфоткать так, чтобы видно было общую картину? Так. Ага, и тут еще тоже. Ой. Назад. Так. Все, сейчас я отправлю. Надо отблюшечку залить, ребята. И все. Так, снимает он? Снимает. 52 минуты. Сейчас еще, быть может, покажу, как отблю заливаем. Ребята, всем спасибо. Всех с наступающими. Отблюшку мы не залили. Наверное, зальем ее завтра, потому что еще есть 58%. Поэтому всем пока. Не болейте.